Цитрат калия. Тысяча мужчин, которые не реагировали на антибиотики и альфа-блокаторы, в течение 4 недель начали принимать цитрат калия. У 80% из них сразу сообщили об улучшении состояния, улучшилось мочеиспускание и боль. Калий ощелачивает организм и мочу, все жидкости, и этим он и подавляет рост кишечной палочки. А она и является главным возбудителем при простатите, цистите. Ну и также калий поможет, если у вас, например, проблемы с камнями, он их полностью растворит. И уратные, и оксалатные, и фосфатные. Если у вас повышен уровень мочевой кислоты, тоже понизит. Ну и, конечно, выбирайте варианты именно калия, где, например, именно не 3% от суточной нормы, как у вас основных, которые продают калий, а где побольшая дозировка. Вот, например, вот этот вот цитрат очень тоже хорошо подойдет для этих целей. И если у вас анализ крови показывает, что калий в норме, это еще не значит, что это так. Для анализа минералов необходим анализ волос, поэтому просто принимайте. Цинк. Цинк понижен при хроническом простатите и раке простаты. Проблема цинка есть такая, что он как раз при этих заболеваниях перестает накапливаться в предстательной железе. Ну, поэтому все-таки я бы рекомендовала принимать вам пикалинат цинка. Вот, например, как такой вариант. Потому что все-таки цинк плохо усваивается. В аптеках в основном продают глюконат, а он содержит только 13% цинка. А этот вариант содержит все 90% цинка. И очень хорошая у него именно биодоступность такая. И дозировка здесь 50 мг. Это как раз в исследованиях такие и дозировки. И вообще в общем при любой инфекции цинк необходим. Экстракт пыльцы с витаминами группы В. Улучшал симптомы и анализы через 3 месяца лечения. Дозировка была 1 грамм в сутки. Ликопин. Ликопин в сочетании с антибиотиками показал лучший результат, чем в группе только с антибиотиками. Также вы можете, например, есть побольше кетчупа, потому что ликопина там много. Масло тыквы. Значительно улучшило анализы и симптомы хронического небактериального простатита. Витамин С. Конечно же, витамин С необходим, он один из первых, который как раз при инфекции применяется. И дозировка должна быть где-то от 2 грамм до 6 грамм. В общем, это надо подбирать дозировку и смотреть, потому что у всех она своя. Приблизительно по 500 миллиграмм или 1 грамм каждый час. И это и подавляет любую инфекцию, вирус. Так что вот без С-витамина здесь тоже не обойтись. Аргинин. Аргинин, конечно, здесь тоже не обойтись, я думаю, без него. Потому что он, во-первых, расширяет сосуды, улучшает кровоток. А это все-таки очень важно при простатите. Улучшает работу почек. Улучшает, если у вас есть проблемы с эректальной дисфункцией, улучшает эту тему. Аргинин вообще участвует в синтезе оксида азота. А оксид азота, он токсичен для бактерий. Ну и плюс, если у вас уровень мочевой кислоты повышен, он понизит. И вообще у 31% у пациентов с хронической бактериальным простатитом уровень аргинина понижен. Но нельзя, если у вас есть, скажем, рак или история рака простаты. Здесь его уже нельзя принимать. Конечно, скажу здесь еще про пальму сиреноя. В аптеках она называется простомол лунная. В исследованиях она, конечно, в основном лечит аденому, то есть больше исследований при аденоме, чем при хроническом простатите. Но все-таки, конечно, лучше тоже ее добавить. И она лучше все-таки тоже работает, когда она в комплексе. Вот я бы рекомендовала купить вот такой вот комплекс. Он не совсем при простатите, но он улучшает работу полностью простаты, и очень хорошие отзывы на него. Все, что я сейчас здесь перечислила, кроме С, витамина и цинка, находится здесь. Поэтому вот такой вот комплекс я бы вам рекомендовала купить.